Дарья Максимовна много лет проработала в деревенской школе, когда она еще работали. Она могла вести свою педагогическую деятельность, но после перестройки все прекратилось, также и супружеская жизнь Дарьи. Ее муж, который со временем стал председателем колхоза, ушел в мир иной. Именно в период перестройки развалился союз, развалилась и жизнь Дарьи Максимовны, а потом и работать стало негде. Многие перебирались в город, и единственный сын тети Даши тоже недавно жил в городе. Он уехал туда еще до начала существования Новой России, но непременно приезжал и помогал Дарье Максимовне по хозяйству, привозил разнообразные продукты. Не сказать, чтобы денег у нее было слишком много, но в целом хватало для того, чтобы вести размеренное существование. Да и Дарья Максимовна всегда была человеком работящим и трудолюбивым, поэтому могла и сама исправить свое хозяйство. Был у нее и старенький мотоцикл, на котором она еще со своим супругом периодически рассекала по ближайшим полям и болотам и умела достаточно неплохо водить. Сын нередко говорил Дарье Максимовне, чтобы она продала мотоцикл и получила хотя бы какие-то деньги, да кому он нужен, отвечала старушка, я разве только штраф за него получу. Ведь без прав всегда водила. Она никогда не получала права, но при этом умела хорошо ездить со временем. Сын согласился и понял, что так действительно лучше, более того, со временем мотоцикл стал единственной связью с внешним миром. Деревня стояла далеко, и ближайшая остановка общественного транспорта, а также крупный поселок располагались за лесом. Идти до туда было трудно, и, например, когда не приезжала деревенская лавка, Дарья Максимовна ездила за продуктами. Однажды она решила снарядить свой мотоцикл, позвала инициативную подругу, которая была помоложе. Они обошли близлежащие дома, собрали список покупок, нужное количество денег и отправились за провиантом. Когда приехали обратно, все были несказанно счастливы тому, что есть возможность получить продукты с доставкой таким удобным способом. Потом все также скидывались на топливо для мотоцикла и благодарили Дарью Максимовну, когда она ездила по тем или иным делам в ближайший поселок. А у старушки была какая-никакая работа и общественно полезная деятельность. Все-таки, прослужив большую часть жизни в школе, она привыкла помогать другим людям и заботиться, когда это возможно, о своих ближних. Такая привычка сработала и в одном из путешествий, когда, возвращаясь из поселка обратно к себе в деревню, она услышала какой-то писк поблизости от дороги и увидела там волчонка, который еле держался на ногах и явно нуждался в помощи. Старушка забрала волчонка домой, накормила и обогрела, несмотря на упреки своего сына, который пытался рассказывать, что на самом деле перед ней не щенок, а самый настоящий хищный зверь. Старушка говорила, что нужно помогать ближним, и поэтому волчонка нужно все-таки оставить. Так и порешили, назвали ураганом за довольно буйный нрав. Он носился повсюду и стал практически домашним. Когда старушка уезжала в поселок, он всегда провожал ее до опушки леса и оставался там терпеливо ждать ее приезда. Однажды Дарья Максимовна также поехала в поселок, ураган привычно прогулялся с ней до края деревни и остался сидеть там, смотря уезжающему мотоциклов вслед. Доехав до леса, Дарья Максимовна вдруг увидела вышедшего на дорогу волка, показались и другие. Стая окружила ее, она поняла безвыходность своего положения, ведь дорога была ухабистой, и там трудно было набрать нормальную скорость. Ничего не оставалось, кроме как принять свою участь, и она поняла, что ситуация практически безвыходная. Однако вдруг появился тот, кого она ждала меньше всего, но боялась гораздо больше остальных, и произошло то, от чего у бабули начали выпадать оставшиеся волосы. На ее крики прибежал волчонок-ураган. Несмотря на свои небольшие размеры, он смог отогнать волков от бабушки, тем самым спасти ее от смерти. Старушка была благодарна судьбе, что она подарила ему такого защитника-волчонка по кличке Ураган. Теперь и ее сын поменял свое мнение, и решили они оставить его у себя дома. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.